Привет, друзья! Ну что, начал я собирать забор свой из профнастила. Покажу вам, что у меня получается, и потом покажу сам процесс, как я это делаю. Со стороны видите практически идеально ровный забор в один уровень сверху. Вы, наверное, подумаете, что все сделано по уровню, по канатику натягивал, там, я не знаю, лазерный уровень, все такое, но ничего подобного. Не поверите, но этот забор, вот эта вот часть собрана реально на глаз. То есть сегодня я вам покажу, как без всяких канатиков, без всего собирать. Тут еще в принципе можно натянуть канатик между двумя колоннами. И вот здесь между этой колонной и следующей. А вот на тот пролет между вот той колонной и забором, там 30,5 метров. Там никакой канатик натянуть невозможно. Он в любом случае провиснет. Поэтому там так же самое я буду делать на глаз. Здесь со стороны, если посмотреть, имеем абсолютно ровную линию забора. Но по факту, сейчас поднимусь. Струбцинка немножко мешает, но если посмотреть по линии забора, то видно, что он идет волнами, то вниз, то вверх. Почему так? Потому что опалубка практически идеально ровной быть не может. Разве что если ее собирают из ламинированной фанеры. Но так как опалубку в 90% случаев собирают просто из досок, из сосны обрезной, то где-то доска имеет горб, где-то впадину. Поэтому я реально забор равнял по вот этому промежутку между опалубкой и профлистом. Как я это делал, сейчас посмотрите. Забор, кстати, собираю полностью сам. На приспособлениях, на вот таких вот струбцинках. Они мне прекрасно замещают помощь другого человека. То есть все можно делать самостоятельно. Собираю, кстати, забор, как видите, практически незаметно креплений. Я собираю не на саморезы, а на заклепки. Заклепки в раловский цвет, в цвет профнастила. Профнастил матовый, сейчас сырость, весь влажный, но по цвету идеально подходит, практически незаметны со стороны. Вот так вот лист прекрасно держится на двух струбцинках, и тут он просто упирается в колонну. Смотрим по расстоянию, чтобы было одинаково, но дальше будем его компенсировать другими листами, выше, ниже. Вот. По колонне делаю ровно, но колонна сделана по уровню, так чтобы не было просветов, хотя в любом случае колонна потом будет чем-то отделываться, плиткой, камнем, там, я не знаю, чем-нибудь, и в любом случае любые щели закроются. Так что можно сверлить и устанавливать заклепки. Заклепки устанавливаю через одну волну, так вполне достаточно для того, чтобы листы слишком не гремели. Хотя минус, конечно, заклепок перед саморезами, плюс их большой, то что они намного дешевле выходят, 30 копеек штучка. Но саморез имеет резиновую шляпку, которая гасит вибрации металла. Кстати, здесь я намечал под заклепки с помощью уровня, потому что все перекладины старался делать по уровню. Если у вас они будут где-то немножко ниже, выше идти, то тогда просто берете длинную палку и от последнего листа по последней заклепке
меряете на середину перемычки. И так отмечаете, чтобы все было в ровную линию. Следующую струбцинку ставлю здесь на лист, потому что я буду лист ставить и крепить угол листа вместе с другим листом, чтобы было совпадало. А этой уже буду равнять лист вверх-вниз, для того, чтобы это расстояние у меня шло одинаковое. Здесь по колонне у нас все отлично, но сама опалубка, видимо, немножко неровная, потому что вот левая сторона на миллиметров 5 идет меньше, чем правая. Поэтому следующий лист я буду немножко опускать в правую сторону. То есть тогда, значит, здесь у меня станет ровно в волну, а сверху лист буду немножко раздвигать. Так, чтобы, конечно, щели не получилось, но тем не менее, если раздвинуть там на миллиметра 4-5, то это абсолютно никак не будет заметно и не бросится в глаза. Да, еще один нюанс хочу сказать. В любом случае, любой лист профнастила будет где-то иметь какие-то вот такие щели в местах соединения. Когда вы разгружаете профнастил, там, я не знаю, на складах, когда его стропами поднимают краном, где-то он может быть немножко погнутый. Поэтому тут два варианта. Либо дофигища заклепок клепать через каждые 15-20 сантиметров. Тоже, кстати, вариант, чтобы было все прям идеально. Вот. Здесь, видите, с этой стороны, если идти, то виден каждый лист немножко оттопыривается. Поэтому мой совет: в первую очередь делайте, укладывайте профнастил с той стороны, откуда идет главный заезд к вашему дому. То есть ваши гости, вы каждый день будете подъезжать к своему дому. И вот с этой стороны никаких швов не видно. Идеально ровненький забор. Здесь не видно никаких стыков. Поэтому делайте стыки листа либо, как говорится, не против солнца, потому что солнце будет высвечивать каждую неровность, либо по заезду. Если, конечно, и то совпадет, вообще шикарно. Но лучше делать, как вот вы заезжаете к дому, основной заезд. Тогда листы профнастила будут смотреться вообще одним цельным забором. Вот такая история. Так, ну что, вот финальный вариант забора, который я оставляю на зиму. Все отделки уже, колонн, внизу фундамента, это уже будет потом. Сейчас покажу вам, как выглядит забор. Заколотился уже, чтобы никто не лазил на мой участок. Из досок, из-под опалубки калитку и ворота. Вот такой, собственно, получился забор. Здесь будет въезд. Это линия забора по улице. Вот соседа сделал серый цвет. Изнаночная сторона, то есть. В конце к забору соседа приварился. С его разрешения, конечно. Все получилось надежно. И, по-моему, красиво.
такой заборчик получился. Тут заклепок у меня не было в цвет, поэтому коричневыми заклепками все заклепал. Но если соседу не понравится, пусть покрасит. Когда он тут построится, не знаю. Судя по участку, не скоро. Изнутри выглядит вот так. Пока что. Вот на этом мой заборчик на этот год закончен. Погода меняется, ветрище, поэтому на этот год хватит. Все, спасибо всем за просмотр, всем удачки.